Привет, друзья! Бюджетный конфликт внутри Европейского Союза перешел в фазу, о которой раньше предпочитали не говорить публично. Германия, по словам экспертов, заняла максимально жесткую позицию в отношении распределения субсидий и фондов. Берлин потребовал полного пересмотра финансовых правил, действующих в Европейском Союзе с начала 2000-х. Речь идет не об отказе от солидарности, а о перезапуске самой логики с акцентом на эффективность и национальные интересы. Как сообщают источники, знакомые с деталями переговоров, Фридрих Мерц прямо заявил, Германия не будет согласовывать новый бюджет, пока не будут пересмотрены базовые параметры. Особенно остро реагируют южные страны, Испания и Греция, настаивают на сохранении дотационных механизмов. В свою очередь Франция и Польша направили в Брюссель совместное заявление, обвинив Берлин в нарушении принципа единства. Но за кулисами звучат уже другие оценки. Германия формирует новый центр тяжести внутри Евросоюза. По информации, попавшей в прессу, идут активные консультации между Берлином и рядом государств, включая Австрию, Швейцарию, Венгрию и Италию. Обсуждается запуск координационного механизма, который позволит принимать решения не в Брюсселе, а напрямую через сеть доверенных союзников. Формально это не противоречит уставу Европейского Союза, но фактически создает параллельную модель, где Германия становится главным координатором. На фоне замороженных ассигнований и напряженной атмосферы на Совете Европейского Союза вопрос о перераспределении полномочий из центра в регионы вновь выходит на первый план. Но все это только прелюдия к тому, как Германия собирается переписать саму роль своей державы в Европе. Фридрих Мерц продвигает более амбициозные проекты Германия как суверенный центр принятия решений. Согласно данным, появившимся в экономических сводках, канцлер лоббирует идею континентального лидерства. Это модели, при которой Берлин становится координатором не только финансовых, но и стратегических процессов в Европе. Эта концепция была представлена на закрытой сессии форума в Давосе. Как сообщают источники, близкие к делегации, Мерц подчеркнул, Германия не намерена больше играть роль младшего участника. Фокус на автономной внешней политике, новых партнерствах и независимых финансовых механизмах. Интересно, что его позицию поддержали представители крупных инвестиционных групп из Соединенных Штатов и из Швейцарии. Это дало сигнал, экономика готова к новому курсу. Об этом говорится также и в записке, попавшей в руки журналистов, где Берлин фигурирует как инициатор суверенной модели развития. По данным обозревателей, на одном из неформальных ужинов между Мерцем и американской делегацией произошел обмен резкими формулировками. Темой стало разногласие по поводу регулирования, контроля за транснациональными корпорациями и распределения ресурсов. Именно тогда, по словам очевидцев, стало понятно, курс Мерца не просто декларация, а стратегия. Позднее в прессу просочился фрагмент аналитической справки, в котором подчеркивается, Германия готовит новый протокол. Это документ, предполагающий запуск Института европейской координации без посредников из Брюсселя. Это означает не изоляцию, а реструктуризацию всей архитектуры влияния. И вот тут появляется неожиданный фронт, аптечный, но с геополитическими последствиями. Фармацевтический спор между Соединенными Штатами Америки и Германией неожиданно вышел за рамки обычной торговой риторики. Все началось с публичных заявлений Вашингтона. Белый дом обвинил Евросоюз в несправедливом ценообразовании на лекарства и в первую очередь Германию. Американская сторона настаивает, немецкое госрегулирование нарушает принципы свободного рынка. При этом в официальных документах речь идет о ценовой модели, подрывающей конкуренцию. Пресса цитирует выступление президента Соединенных Штатов Америки, где он подчеркнул, граждане Америки платят больше за те же препараты, что в Европе стоят в разы дешевле. В ответ Германия указала на принципиальную разницу в подходе. Там лекарства – это часть социальной политики, а не бизнес. По данным деловых СМИ, европейские страны рассматривают ситуацию как давление на внутренний рынок и попытку изменить модель регулирования через внешнее вмешательство.
Все осложнилось после подписания нового указа в Соединенных Штатах Америки. В нем зафиксирована директива о снижении цен на препараты. В документе упоминается возможное расширение механизмов контроля за импортом и стимула для американских производителей. Как отмечают аналитики, Германия попала в эпицентр спора как страна с самой активной системой контроля цен и одной из крупнейших долей рынка. Но история с лекарствами – это не просто слова, она уже входит в зону юридических рисков. Правовые компании в Соединенных Штатах Америки начали углубленный анализ модели ценообразования, действующей в Германии и других странах Европейского Союза. Об этом сообщили несколько отраслевых изданий, ссылаясь на документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов. Речь идет не только о возможных исках, но и попытке сформировать юридический прецедент на международном уровне. По оценкам экспертов, в случае подачи жалоб в ВТО или другие органы, это может затронуть всю систему поставок лекарств, особенно транснациональные цепочки, завязанные на Европу. Интерес к теме появился и в других странах. Как сообщают отраслевые источники, аналогичные обсуждения начались в Великобритании и Канаде. Это может означать, формируется коалиция, нацеленная на единые торговые требования к Евросоюзу в фармасекторе. В самой Германии, по информации деловых кругов, обсуждается идея создания собственного механизма согласования цен с внешними партнерами. Модель предполагает гибкий подход без нарушения суверенитета. И пока одни спорят о ценах, другие тихо переписывают весь финансовый фундамент страны. Внимание немецких финансовых кругов приковано к новой инициативе, которую в кулуарах называют «Операция десятилетия». Бундесбанк запустил масштабный пересмотр политики хранения золотовалютных резервов. Ранее значительная часть слитков находилась за пределами страны, в хранилищах Нью-Йорка, Лондона и Парижа. Теперь ситуация изменилась. Как пишут немецкие экономические издания, в правительстве рассматривается план по возврату части запасов на территорию Германии. Проект получил неофициальное название «Золотая независимость». Он предусматривает создание отдельного института контроля, новых регламентов и регулярной проверки под парламентским наблюдением. Один из документов, попавший в прессу, указывает на необходимость перезагрузки стратегической стабильности. В нем подчеркивается, геополитическая обстановка требует усиления контроля над резервами, особенно на фоне нестабильных рынков. Параллельно обсуждается обновление логистической инфраструктуры, новые маршруты, защищенные хранилища и транспортная безопасность. Эксперты называют это шагом к полной финансовой автономии в экстренных ситуациях. И интересно, что инициатива не вызвала жесткой критики ни у одного из ведущих экономических институтов Европейского Союза. А напротив, в Брюсселе признают, тема контроля над резервами становится актуальной для всех крупных экономик региона. Но в Берлине подчеркивают, это не изоляция, а укрепление внутреннего доверия и демонстрация финансовой зрелости Германии в новой архитектуре Европы. Но главный вопрос остается, кто теперь реально контролирует игру и к чему все это ведет. На фоне обсуждений золотой независимости внимание экспертов все чаще смещается к вопросу, а что стоит за этой инициативой на более глубоком уровне. Речь идет не только о возврате золота, а о создании новой базы для автономного управления стратегическими активами. Сценарий включает снижение зависимости от внешних финансовых центров, а также разработку внутренних механизмов гарантирования в условиях экономической турбулентности. Одновременно проводится анализ соответствия этих шагов европейским директивам и возможностям интеграции в будущую реформу валютной политики Европейского Союза. По мнению некоторых экономистов, Германия рассматривает возможность предложить альтернативную модель без необходимости внешнего одобрения со стороны наднациональных структур. Фокус на суверенном принятии решений, гибком управлении активами и защите долгосрочных интересов страны. Интерес к этой модели проявили и другие государства. В недавнем закрытом отчете фигурируют ссылки на интерес со стороны Австрии и Финляндии. Это может быть началом диалога о переформатировании европейской финансовой архитектуры без резких шагов, но с четким вектором. Примечательно, что параллельно Германия усиливает и аналитическое сопровождение проекта. Уже создана группа стратегического мониторинга при Министерстве финансов. Ее задача – это отслеживать глобальные тенденции и адаптировать внутреннюю модель к переменам на рынке.
Речь больше не идет о символических жестах, это практичные и просчитанные действия, направленные на сохранение стабильности в новой эпохе экономических вызовов. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.